Многие знают игру Кенши как тяжелую RPG-песочницу в открытом мире с огромным количеством интересных механик, где можно торговать, построить свою базу, воровать, воевать, похищать людей, заниматься фермерством, а также можно угодить в рабство или на стол к людоедам. События Кенши разворачиваются в постапокалиптическом мире, в котором крайне сложно выжить. В начале игры персонаж не имеет каких-либо полезных навыков и должен бороться за выживание с первых минут игры. Умения прокачиваются по мере осуществления действий, например, навык воровства прокачивается при краже предметов. Игрок может нанимать других юнитов для расширения отряда, а со временем может построить свое поселение. Игра предоставляет большую свободу в выборе занятий, и игрок, например, может охотиться на преступников или убивать и грабить всех встречных. Но сегодня я бы хотел показать вам эту игру немного с другой стороны. Показать, насколько трудными были 12 лет разработки. Это история о человеческом упорстве и безмерной любви к собственному делу. Перед началом ролика я бы хотел попросить вас подписаться на канал и поставить лайк, ведь это поможет дальнейшему развитию канала, что безумно трудно в реалиях Ютуба. Заранее благодарю. Главным лицом Кенши является, конечно же, Крис Хант, ее отец и создатель. Крис – идеальный пример того, насколько можно любить то, чем ты занимаешься, и болеть своим делом. Кенши выпущены силами команды независимой игровой студии Lo-Fi Games, но командой Lo-Fi Games можно назвать лишь с начала 2013 года. В этом году игра вышла в Steam Greenlight. До этого в течение долгих 6 лет Кенши разрабатывалась силами лишь одного человека, Криса Ханта. Крис безумно любит разрабатывать игры. В одном из интервью он говорил, что разрабатывать игры ему даже нравится больше, чем играть в них. И чтобы заниматься любимым делом, ему приходилось идти на жертвы. Крис Хант неоднократно говорил, что заработок денег не являлся приоритетным при создании Кенши. Он всего-навсего хотел создать идеальную, по его мнению, игру. Он говорил, что физически не мог программировать для кого-то другого, поэтому активно изучал геймдизайн по учебникам, чтобы самостоятельно создавать игры, которые ему нравятся. Разработка Кенши началась в 2006 году. До этого года он также в течение 6 лет безуспешно разрабатывал игры. Разработка игр занимает огромное количество времени, особенно если долгое время ты занимаешься этим один. Крису не хватало денег даже на жизнь. Чтобы не отвлекаться от разработки игры, он работал охранником 2 дня в неделю. Остальное же время он посвящал разработке Кенши. Хант смог полностью посвятить себя разработке только лишь после первых успехов проекта. Хант очень интересная личность. Многие его мысли касательно методов разработки игр и подходу к геймдизайну можно почитать из старых записей блога-разработчика. Там он очень много размышлял об устоявшихся традициях геймдизайна или же о подходе к построению искусственного интеллекта. Судя по записям в блоге, изначально Крис вовсе не хотел добавлять возможность сохранения в игру, что, по его мнению, должно было заставить игрока ценить жизнь своего персонажа. Из его размышлений мы понимаем, что для реализации этой идеи ему было необходимо провести большую работу над механиками Кенши. Именно поэтому в игре появляется система медицины. Главным подходом Криса к разработке являлось то, что на самом деле персонажу было довольно сложно погибнуть, и что в 90% случаев он должен выжить, но все же игра должна была его за это наказать. Поэтому в игре мы можем лишиться конечностей, попасть в рабство или же на стол к людоедам. Из этого также следовало, что и искусственный интеллект должен ценить свою жизнь в равной степени. Крис считал, что на 2009 год искусственный интеллект при всей его развитости должен вести себя более умеренно и ценить свою жизнь, что позволило бы лучше погрузиться в мир игры. Он хотел, чтобы ваш напарник, понимая, что не сможет вас спасти, не станет, сломя голову, бежать в бой, чтобы защитить вас и погибнуть самому. Он должен взвесить ситуацию и при понимании безвыходности ситуации просто сбежать и оставить игрока на произвол судьбы. Хант неоднократно говорил, что ненавидит, что в играх игроку даются практически неограниченные возможности, что персонаж практически всегда обладает сверхспособностями. Именно поэтому в Кенши вы не являетесь какой-то важной частью этого мира, а в большинстве случаев, наоборот, не представляете из себя совершенно ничего стоящего. В своем блоге Хант часто сетовал на отсутствие у него художественных навыков. Именно поэтому персонажи в игре создавались тем же методом, что и в Oblivion, то бишь путем изменения в движке готовой модели и текстур персонажа. Изначально многие игровые эффекты были реализованы при помощи программирования. В разработке ему также помогали волонтеры, о чем он говорит в записи за 14 февраля 2009 года. Изначально Крис планировал релиз игры летом 2009 года, но каждый раз переносил релиз, будучи недовольным своим результатом. 19 июля 2011 года Крис опубликовал ссылку для скачивания демо-версии Кенши, что по всей видимости стало одним из переломных моментов в разработке игры.
Почему одним из переломных? А все потому, что в мае 2012 года он запустил краундфандинговую кампанию, с которой получилось собрать $2200. Сбор средств позволил ему полностью сосредоточиться на разработке игры. И судя по графическим изменениям после этого, он смог позволить себе нанять сторонних художников для работы над игрой. Но все же настоящий успех пришел к Крису 20 марта 2013 года. Именно тогда Кенши обрела настоящую популярность и стала бестселлером на платформе, обогнав Tomb Raider. Крис в шутку тогда писал: «Кенши теперь в Steam. Может быть, я теперь наконец-то смогу купить яхту из чистого золота, которая мне так нужна». Именно этот год стал переломным в разработке Кенши, ведь полученные из продаж деньги позволили Крису нанять команду. И с этого момента он не в одиночку занимался разработкой игры. Уже 24 июля 2014 года команда Lo-Fi Games насчитывала 6 сотрудников. После выпуска игры в Steam сначала присоединился новый программист по имени Сэм, а вскоре к команде присоединился новый 3D-художник Олли. В 2014 году команда пополнилась новым 3D-художником из Швеции Отто, который занимался моделированием зверей и природы. Системой погоды стал заниматься новый программист из Уругвая Майкл. Уже вскоре после присоединения к команде новых сотрудников мир Кенши стал больше в 4 раза. Именно тогда мир Кенши обзавелся разнообразными биомами. Расширение команды стало следствием резкого увеличения темпов работы над игрой. В июне 2014 года началась активная работа над зверьми мира Кенши. Что удивительно, работа над зверьми велась сторонней инди-командой Bug Zen, которая делала это абсолютно бесплатно. Они занимались 3D-моделированием и анимацией зверей Кенши. В декабре 2014 года впервые были показаны концепты новых рас, которые должны были заполнить добавленную в игру биомы. Среди них показаны концепт-арты шеков, которые практически не претерпели изменений, а также скелеты, концепт которых в итоге стал дизайном улья. В декабре 2015 года впервые полноценно стал развиваться лор игры, который начался с рассказа о крупнейшей фракции – Святой Нации. Тогда же были сформированы доктрины религии Акрана. Довольно-таки приятно, что развитием лора игры занимались волонтеры из комьюнити, чьи наработки в итоге стали основой сюжета игры. Рассказ о тонкостях лора игры и истории каждой из фракций занял бы довольно много времени, да и в интернете об этом сказано довольно много, поэтому стоит лишь сказать, что лор игры был практически полностью сформирован в течение 2 лет. В мае 2017 года в игру была добавлена новая система дипломатии, которая, по словам Криса, являлась последней, ведь приближалась дата релиза игры, которая была назначена на конец 2017 года. Именно с внедрением этой системы ваше поселение стало объектом интереса различных фракций, отношения с которыми приобрели особую важность. Вот наступила особо важная дата – 6 декабря 2018 года. Именно тогда вышла релизная версия Кенши, и, наверное, никто лучше не расскажет об этом, чем сам Крис. Вот что он говорил об этом в блоге разработки. После 12 лет работы в одиночку в команде из 6 человек, сократившейся до команды из 4 человек и перенесшей ужасную годичную катастрофу с обновлением искусственного интеллекта 2015 года, мы продолжали идти до конца и наконец-то достигли версии 1.0. Мы хотим поблагодарить всех наших игроков, которые распространяли информацию, поддерживали нас на протяжении всего пути и никогда не разочаровывались в нас на протяжении нашей долгой разработки. Вскоре команда Lo-Fi Games рассказала о том, что произошло спустя месяц после релиза игры. Буквально за месяц продажи игры они обзавелись нужным количеством средств для финансирования новых проектов. Мастерская Steam пополнялась безумным количеством модификаций, за которыми разработчики даже не успевали следить. За этот месяц к ним присоединился новый программист и 3D-художник. Тогда же нанятая команда художников активно работала над концептом нового проекта, по всей видимости, сиквела Кенши. В 2020 году количество проданных копий игры превысило 1 миллион, о чем разработчики сообщили в октябре 2020 года. На данный же момент, по оценкам некоторых издательств, количество проданных копий достигло отметки в 2 миллиона. На этом, наверное, стоит закончить эту историю о тяжелых и безумно интересных 12 годах разработки Кенши. Игре, которая зародилась силами лишь одного человека, чье стремление и любовь к собственному делу привело к тому, что о проекте знает весь мир. Команда, состав которой долгое время составляли Крис и его сестра Натали, разрослась до 22 человек, которые на данный момент активно работают над сиквелом новой части игры.
Хочется выразить огромную благодарность разработчикам этой игры, и в особенности Крису, стремления которых породили эту игру, в которой можно грабить караваны, но ждать пришлось не 2 года, а целых 12 лет. Ролик получился довольно-таки коротким, но я не видел большого смысла рассказывать о малейших изменениях в мире Кенши, а постарался рассказать о наиболее важных этапах истории создания этой феноменальной игры. Благодарю всех, кто досмотрел этот ролик до конца. Огромная просьба подписаться на канал, написать комментарий и поставить лайк, ведь жестокие алгоритмы YouTube не пропустят ролик в рекомендации без этих действий.